Привет, мои дорогие любители выживания в Rust. Что-то давно на канале не было гайдов. Давайте будем это потихонечку исправлять. Кто еще не подписан на мой канал, подписываемся, прожимаем колокольчик, лайки, комменты и вот это вот все. Ну, короче, вы сами знаете, что делать. А я пока перейду к теме видео. Сегодня мы поговорим о том, как сохранить ваш лут и подорвать пукан рейдеру, который пришел рейдить вас в оффлайне. Итак, друзья мои, тема сегодняшнего гайда – нычки. Да, и сразу хочу оговориться, что я рассказываю о реалиях официальных и классических серверов, и гайд по большей части актуален именно для них. На модах своя движуха с домами 10 на 10, сет-хоумами и нычками в буферках. Что ж, для начала поговорим о стандартных способах спрятать лут и о том, чем они плохи. Первое, что приходит в голову при слове нычка, это, конечно же, small stash. Находим какой-нибудь приметный камушек или кустик и закапываем наш лут. Казалось бы, идеально. Если никто не видел, как вы его прятали, то шансы найти ваш стэш стремятся к нулю. Так ведь? Хотя есть один нюанс. Любой пробегающий мимо читер с легкостью увидит и откопает ваш стэш. В общем, крайне не рекомендую пользоваться этим способом, особенно если вы играете на официальных серверах, где довольно много читеров. Есть и более продвинутый способ – спрятать small stash под фундаментом. Вроде еще безопаснее, но все та же проблема с читерами, которые видят эти стэши и легко найдут нычку. Плюс вам нужно оставлять этот фундамент в дереве или камне, чтобы легко его выбить и открыть нычку, что довольно палевно, особенно если остальная часть дома у вас загрейжена в металл или МВК. Ну и последний из народных способов – это застроенная нычка под полом или где-нибудь за стеной. Да, конечно, есть еще игроки, которые не знают, как найти такие нычки, но любой более-менее опытный рейдер с легкостью ее отыщет и заберет весь лут. Ну и опять же, не забываем про читеров. Наверняка у вас возникает закономерный вопрос. Неужели нет более безопасных способов спрятать свой лут от противных оффлайн рейдеров? Спокойно, конечно же есть, и сейчас я вам о них расскажу. Но сначала небольшая рекламка. Нет, вы не подумайте, я не собираюсь сейчас рекламировать какой-нибудь супер-пупер проект серверов от опытной команды школьников из 8 Б. Я всего лишь хочу прорекламировать вам свой собственный Discord сервер. Если вам нравится мой контент и вы хотите получать больше информации, новостей и привилегий, как у спонсоров канала, добавляйтесь в Discord. Если вы всей душой любите Rust или другие игры про выживание и хотите найти единомышленников, добавляйтесь в Discord. Если вы просто хотите пообщаться со мной или с другими игроками в приятной дружеской атмосфере, ну вы поняли, что делать. Кстати, на днях на сервере была настроена система прокачки уровней и титулов. Самые активные и титулованные участники сервера получат крутые бонусы, а именно доступ к VIP-чату, дополнительному контенту на YouTube и возможность участвовать в ивентах для спонсоров канала. Короче говоря, не теряйте времени и присоединяйтесь к нам. Ссылочка в описании под этим видео. Ну а теперь я расскажу вам о 3 способах сныкать лут так, чтобы его никто не нашел. Будем пользоваться хитростью, смекалкой и знанием механик игры. Итак, способ номер 1. Строим рядом с домом конструкцию типа вот этой. Да, это обычный магазин, но продавать в нем мы будем всякую хрень. Например, луки, арбалеты, кирки и топоры. И что немаловажно, продавать все это мы будем за дерево или камень, то есть за не особо ценные ресурсы. Вот, собственно, и все. Наша нычка готова. Можете хранить в магазине столько ресурсов, сколько туда влезет. И поверьте мне, никому даже в голову не придет рейдить эту бомжатню.
Лично я несколько раз пользовался этим способом на классических серверах и всегда успешно. Магазин ни разу не зарейдили. Второй способ чуть сложнее, так как чтобы им пользоваться, нужно изучить сейф. Где-нибудь недалеко от основного дома строим обычную кибитку 2 на 1. Кладем спальник возле шкафа и ставим ящики. Далее переносим сюда наш самый ценный лут и пару заранее скрафченных сейфов. После чего просто застраиваем каменной стеной и снимаем все двери. Теперь наша нычка выглядит как обычный зарейженный и застроенный дом. Я вам гарантирую, что на классике никто не станет тратить 5000 серы, чтобы бахнуть этот дом и проверить, есть ли там что-то внутри. Как вы уже догадались, лут из нычки мы извлекаем с помощью сейфа. Эта нычка может быть как одноразовой, так и постоянной. Но в случае, если вы пользуетесь ей не один раз, уничтожайте сейф после извлечения лута, иначе спалитесь. Ну и последний, самый хардкорный способ. Он основан на одной косячной механике игры. Хотя, возможно, это не баг, а фича, кто его знает. Как вам известно, хоть мы и можем строиться в воде, но ставить предметы под водой нельзя. Ни спальники, ни ящики, ни тем более шкаф. А вот магазины почему-то можно. Правда, они должны быть установлены именно в дверной проем. Просто на пол установить их не получится. Но для наших целей этого вполне достаточно. Я думаю, вы уже поняли, что нужно делать. Отплываем подальше от берега и строим нашу нычку под водой. Я бы предложил вот такой дизайн из одного квадрата и 4 треугольников. В нем мы сможем разместить 3 магазина, чего с лихвой должно хватить, чтобы спрятать самое ценное. Главное, не забудьте отключить вещание в магазинах, чтобы ваша нычка не подсвечивалась на карте. Ну и остается только решить вопрос с гниением, ведь поставить шкаф мы не можем. А для этого мы воспользуемся другой фичей игры. Выведем несколько соломенных этажей наверх, пока не достигнем поверхности. Далее установим шкаф, положим в него ресурсы на содержание ровно на 24 часа, а затем просто уничтожим шкаф. Таким образом, дом заберет в себя ресурсы, а гнить начнет только спустя те самые 24 часа. Чего вполне достаточно, чтобы вернуться к этой нычке на следующий день, забрать или наоборот доложить еще ресурсов и повторить манипуляцию со шкафом. Таким образом, мы получаем нычку, которую практически нереально найти, да еще и очень сложно зарейдить, ведь под водой нельзя стрелять. Соответственно, ракеты и разрывные отпадают, и единственное, что остается рейдеру, это рейд с яишками. Ну а на этом все. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Если оно вам понравилось, то не забудьте поставить лайкос. А еще пишите в комментариях свои варианты нычек, если, конечно, не боитесь выдавать такие секреты. Ну а я с вами прощаюсь, всем добра и до встречи в следующем ролике.